Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание иконам и поговорим, к чему по народным приметам падает икона, разбивается икона дома или это происходит в церкви. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много важной и нужной информации для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, когда упала икона в доме, это считается недобрый знак, который говорит о мелких или, возможно, о крупных неприятностях. И когда икона разбилась, то знаете, что может произойти в вашей жизни тяжелая утрата, финансовые потрясения, болезнь или даже развод. Все эти трактовки связаны только с народными представлениями. Если мы говорим о церкви, то церковь говорит нам о том, что на определенные суеверия не стоит обращать внимание. Поэтому в любом случае нужно для начала успокоиться, проверить крепление и вернуть святыню на место. После этого рекомендуется сходить в церковь. Необходимо там помолиться, исповедоваться, поговорить со священником и поставить свечу. Вы знаете, когда икона падает в доме, практически все народные приметы говорят о плохих событиях, разлад в семье или горе. И если икона упала у вас дома, значит высшие силы намерены предупредить вас о том, что вас поджидает какая-то опасность или неприятности. Поэтому лучше отложить важную сделку, поменять партнера, продавца или покупателя. Внимательнее присмотреться к новому знакомому, не стоит слишком доверять ему. А если у вас была поездка, то лучше такую поездку перенести. И вы знаете, в народных поверьях уделяют внимание даже отдельным деталям. Если святой лик сорвался со стены, при этом крепления были целыми, то это достаточно сильный знак, и высшие силы настойчиво предупреждают о беде. Если картина свалилась со стола, то в гости, значит, в самом ближайшем времени придет враг, завистник или недоброжелатель. А если изображение святого рухнула с полки, то знайте, что придут негативные известия, которые повлекут за собой определенные неприятности. А если сорвалось несколько святынь, то знайте, что череда неудач возможна и серьезные испытания. Но не всегда народные наблюдения предвещают плохие события. Это может быть знак, что высшие силы пытаются вам подсказать, что следует, например, поменять свои взгляды, образ жизни и отношения с окружающими, особенно с близкими людьми. Если у вас икона упала ночью, то знайте, что это означает наступление неудачной полосы в жизни. И уже в ближайшее время дома могут произойти неприятности. Также по народным приметам рекомендуется сходить в церковь, поговорить с батюшкой. Возможно, лучше даже исповедаться и поменять свое отношение к жизни. Если святыня выпала из рук дома или в другом помещении, это также попытка высших сил привлечь внимание. И знак этот не обязательно негативный, и в жизни, значит, также могут случиться добрые перемены. Но вероятнее всего человек делает что-то не так. Например, ссорится, злоупотребляет, как вариант, алкоголем, не помогает близким людям. А дома изображение святого сорвалось на голову, знаете, это говорит о том, что следует разобраться со своими мыслями. Человек заблуждается в чем-то и совершает ошибки, не находя выхода. Также в этом случае не будет лишним сходить в церковь для того, чтобы побеседовать с батюшкой, возможно, исповедаться или, возможно, поставить свечи и прочитать особые молитвы. Если лик святого, упавший на изображение мертвого человека, то знайте, это говорит о том, что фотографию следует положить в альбом или убрать в шкаф. В открытом доступе хранить подобные вещи не следует.
Также, по приметам, это может быть знак того, что родственники давно не посещали и могилу покойного. Поэтому следует чаще молиться за усопшего, особенно когда с момента смерти прошло не так много времени. Если у вас упала икона дома, то народные приметы советуют обратить внимание на то, лик какого святого изображен на ней. Если Иисус Христос, то мужчина должен изменить свое поведение. Если Николай Чудотворец, то знайте, что скоро в семье произойдет какое-то очень важное событие. Возможно, как позитивное, так и негативное. А вот если сама упала икона вниз лицом, это достаточно плохой знак. И вас ждут серьезные испытания, которые связаны с болезнями, с вашими долгами, возможно, с неудачами на работе и в личной жизни. Если картина оказалась на полу вверх лицом, то это тоже недобрый знак. Но негативных последствий вам все-таки удастся избежать. А если вот икона треснула, то это говорит о событиях, о том, что вам идет какая-то неблагоприятная подсказка. И это говорит, как правило, о тяжелых испытаниях, о финансовых сложностях, о заболеваниях. А если треснуло только стекло, то возможны проблемы в отношениях с супругом или развод. А вот рамку с изображением святого удалось вам поймать во время падения, знаете, это очень хороший знак. То значит, вы можете ждать хороших новостей, позитивных изменений, и они могут быть незначительными или крупными. И в скором времени наступит светлая полоса. Не имеет значения, как именно вы поймали картину. Руками прижав к стене или ногами, или как-то либо иначе. Если в церкви упало изображение святого, то это можно рассматривать как предупреждение. И особенно, если человек контактировал с такой иконой, например, подошел молиться или поцеловать, то священнослужители призывают не обращать внимания на внешние проявления. Церковь призывает сосредоточиться на внутренней духовной жизни. И святыню, которая упала, обязательно нужно поднять. Следует понять, что именно послужило причиной. Если, например, ненадежные крепления, то тщательно зафиксировать их. Если это причиной стало дети или домашние животные, поднять повыше. А если вибрации, например, стиральной машинки, перенести в другое место. И помните, что домашний иконостас должен располагаться в тихом и спокойном месте, куда не так просто проникнуть. Часто это делают в углу, хотя это и не обязательно. Главное условие – относиться к святыням с должным почтением и надежно обустроить полки так, чтобы никаких падений не происходило. И некоторые полагают, что падение является недобрым знаком, поэтому и переживают. Поэтому обязательно успокойтесь и приведите в порядок свои мысли. Если сделать этого не получается, поэтому в таком случае сходите в церковь на исповедь, помолитесь, побеседуйте с батюшкой. И следует вам продумать, какие вопросы у вас назрели и что вас тяготит в личной жизни, на работе, по здоровью или в других сферах.